Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Бэрон обнимает и поддерживает Дилана у бассейна. Дилан очень разочарована, потому что не может связаться с матерью по спискам. Когда Бэрон говорит, что еще ничего не закончилось, Дилан говорит, что с каждым шагом я все больше теряю маму. Когда Бэрон убеждает его не терять надежду, Дилан говорит: «Интересно, чем я заслужил тебя, даже твоего взгляда достаточно, чтобы вернуть меня». Когда Бэрон говорит: «Смотри на меня всю оставшуюся жизнь, я больше ничего не могу», Дилан отвечает: «Я буду смотреть на тебя так всю оставшуюся жизнь, до последнего вздоха». Бэрон берет руку Дилана, кладет ее ему на сердце и говорит: «Это твой дом, я твой дом», и они обнимаются. Гуль в последнюю минуту забирает сумку из рук госпожи Кадер, но она все еще в шоке. Когда Ферат приходит к ней, она рассказывает ему об этом. Хотя Ферат сказал, что было бы лучше, если бы он это увидел, Гуль не принял этого, вызвал хаос и поставил его у двери. Когда он упомянул нас обоих, Ферат расстроился. Он говорит: «Я Коробей, а ты моя жена, у меня в этом особняке будет легендарная свадьба, все это увидят, я найду способ». Затем, когда госпожа Азади кричит Гулю: «Куда ты пропал?», Гуль пытается поспешно уйти, а Ферат перехватывает поцелуй Гуля, спрашивая: «Куда?» «Не целуя твоего мужа». После того, как Гуль вбегает внутрь, звонит телефон Ферата, и это Дирья. Мисс Хавен Сабиха становится любопытна и спрашивает: «Где вы были?». Госпожа Сабиха также упоминает, что она взяла образец ДНК у Дилана и оставила его в больнице, и что она была очень взволнована. Когда Бэрон разговаривает по телефону, чтобы не идти на работу, Дилан спрашивает, что случилось, почему ты не идешь на работу. Бэрон говорит, что это очень важно, потому что я буду проводить время со своей женой. Дилан думает, что из-за него Бэрон потерял работу, и когда он так говорит, Брана говорит, что ты моя работа и сила, давай, готовься, мы выйдем. Когда Дирья предлагает продать акции Ферату, Ферат ругает ее: «Доверяю ли я тебе, ты убийца, девочка, иди к другой двери», и вешает трубку. Господин Хасан подходит сзади и спрашивает, что случилось, рассказывает ему Ферат. «Конечно, Хасан, используй свой ум, власть Коробеев перейдет к тебе, ты получишь только отношения по интересам, их доли, ты не оглянешься назад, совет моего отца тебе». Когда поэт сообщает Джавахиру, что Дирья сделала Ферату предложение, Джавахир говорит: «Скажите мужчинам, чтобы они оставили девушку в покое, это позор, ее уже достаточно избили». Пока Джавахир собирается пойти к Шаиру, чтобы сказать: «Давай, у нас встреча с Бараном», у Шаира звонит телефон, и он получает известие, что Баран отложил встречу на завтра. Джавахир злится, но успокаивается и говорит: «Давайте сделаем так, как он хочет, очень скоро все это будет моим». Госпожа Сабиха ждет результата теста ДНК и не может усидеть на месте. И он идет гулять один, чтобы успокоиться. Пока господин Кудрет сидит в кабинете, приходит Баран, и господин Кудрет спрашивает, есть ли какие-либо изменения в отношении матери Дилана. Бэрон говорит, что прогресса нет, но я хочу, чтобы ты позаботился обо мне, а я позабочусь о Дилане. Кудрет говорит: «Не волнуйся, это моя работа, ты позаботишься о дочери Дилана, если я что-нибудь найду, я тебе сообщу». Госпожа Сабиха говорит Хевину, что она очень счастлива, но в то же время очень боится правды. Он беспокоится о том, как заменить все, что мы потеряли. Затем он велит Хевину позвонить в лабораторию и ускорить процесс, у меня уже нет сил стоять, и заходит внутрь. Дилан готов, Бэрон подходит и приближается к нему, и когда он собирается поцеловать Дилана, он уходит, оправдываясь тем, что приготовил свою одежду. Пока Бэрон объясняет, что моя мать готовила такую одежду моему отцу, Дилан говорит: «Давай, мы опоздаем». Баран говорит, что случилось с реакцией Дилана. «Мы поменялись ролями. Обычно я ждал тебя». Баран идет одеваться и надевать серьги Дилана. Затем Дилан видит, что Бэрон неправильно застегнул рубашку, и пытается это исправить, и пока он застегивает пуговицы, они снова приближаются.
Господин Сейд ничего не смог добиться в отношении Дилана, был разочарован и начал терять надежду. Джевдет морально поддерживает и говорит, что я пойду с тобой навстречу. Ферат крайне обеспокоен отстраненным поведением Гуль, и, обсуждая это с ней, Хасан зовет Ферата. Когда Ферат говорит «я сейчас скажу отцу, пусть эта пытка закончится», умоляет Гуль, держа его за руку и говоря «если ты меня любишь, не делай этого». Перед ними появляется Хасан, и все смотрят друг на друга. Берон рассказывает Дилану, как он влюбился в нее, и спрашивает Дилана, когда ты это понял. Дилан говорит, когда я впервые увидела тебя, я сказала, что это будет мой муж. Затем он спрашивает Барана, зачем он привел его на этот пляж. Баран говорит, не теряй надежды, а затем объясняет, что я оплакивал тебя, думал, что ты умер, но теперь мы здесь, в этой ситуации, даже если жизнь нас отбросит, каким-то образом мы снова соберемся. Он говорит Дилану, я обещаю, что твоя мать будет с нами, когда мы снова приедем сюда, и обнимает его. Когда Хасан спрашивает, что ты делаешь, Гуль отвечает, что принесла выпечку для господина Ферата и уходит. Хасана беспокоит акции Дерия, и когда он спрашивает Ферата, тот говорит, что не может спуститься в колодец с веревкой Дерия и не доверяет ему. Но Хасан пытается проникнуть в ваше сознание и говорит, что если вы хотите быть сильнее Барана и иметь право голоса в этом особняке, вы возьмете власть. Когда он вспоминает слова Ферата Гуля о том, что большинство людей нас прислушается, он звонит своему адвокату. Сидя в чайном саду с видом на море, Берон и Дилан вспоминают время, когда они сожгли свои воспоминания. Когда Берон говорит, что наши воспоминания все еще здесь, и никто не может их у нас отнять, Дилан отвечает, что вы правы. Госпожа Сабиха со слезами вспоминает те времена в комнате, где она пытала Дилана. Когда приходит Хейвен и спрашивает, с тобой все в порядке, я пытала собственную дочь в этой комнате, мне так больно, возможно, я скоро воссоединюсь со своей потерянной дочерью, но я не могу быть счастлива, она плачет, говоря, что я сделала. Дилан пошла спать с Бараном, но мне не хочется спать, поэтому она спрашивает, можем ли мы посмотреть фильм. Берон берет Дилан под мышку и обнимает ее, и им нравится вместе смотреть фильмы и обмениваться взглядами. Во время просмотра Дилан засыпает на груди Барана, а Баран красиво укладывает ее, прислоняет к ней голову, и они засыпают. Пока господин Джевдет и господин Сейд думают о том, как найти мать Дилана, приходит госпожа Ханифе и злится. Джевдет хоть немного соглашается и говорит, что если мы попросим Барана о помощи, он сможет найти ее быстрее. Дилан и Берон просыпаются. Пока Берон любит Дилан, пока она спит и говорит, «Я скучаю по тебе, ты такая красивая», его телефон звонит. Звонил Джавахри, и он подтвердил, что встреча не сегодня. Когда Дилан собирается встать с постели, Баран спрашивает, «Куда ты идешь?» Дилан говорит в ванную, но Баран говорит, «Не уходи, я рад, что ты появился в моей жизни, я даже не хочу оставлять тебя». На мгновение и как раз перед тем, как они собираются поцеловаться, Дилан убеждает Барана, говоря, «Послушай, нам предстоит много работы». Они вместе идут к раковине и шутят с водой и пеной, умываясь. Ферат купил акции у Дерья, и пока он очень счастлив, разговаривая сам с собой в зеркале, приходят госпожа Гуль и Кадер и просят их поменять его комнату на комнату Дерья. Приходит Джавахир и спрашивает о господине Кудрете, а Баран говорит, что он в компании, и приветствует Джавахира. Госпожа Сабиха не ест и не пьет и ждет результатов. Пока Баран разговаривает с Джавахиром и просит повторно осмотреть камни на предмет отсутствия некоторых документов, он видит Дилана, прерывает разговор Джавахира и идет к Дилану. Хотя Дилан говорит, что это не имеет большого значения, почему ты его прервал, Берон говорит, что ты мой приоритет, и когда у Дилана заканчивается зарядное устройство, он говорит, что оно может быть в кабинете. Когда он снова приходит к Джавахиру и просит его продолжить, Джавахир говорит о том, кто бы мог подумать, что вы зайдете так далеко из-за кровной мести, а Баран спрашивает, есть ли еще что-нибудь по делу. Джавахир вытягивает лоб и говорит, в файле есть все, увидимся.
Берон говорит, что мы встретимся, пожимая ему руку. Госпожа Ханифе приготовила завтрак, и Джевдет пришел с горячими бубликами. Когда госпожа Ханифе зовет господина Сиита, он говорит, что Джеврии нет дома. Ханифе определенно преследовала мать Дилана, говорю вам, этот человек доставит нам неприятности. Пока Гуль наводит порядок в комнате, приходит Ферат и спрашивает Гулону, зачем тебе это место? Когда Ферат говорит, я хотел быть ближе к тебе, может быть, ты сможешь прийти ко мне ночью, мы сможем обнять друг друга, и ты скоро придешь в эту комнату, Гуль спрашивает, действительно ли эти дни наступят. Ферат уже не прежний Ферат, мой Гуль, скоро в этом особняке произойдут большие дела, поверь мне, говорит Гуль, я доверяю тебе больше, чем кому-либо. В этот момент в комнату в гневе входит госпожа Азади и спрашивает, что вы делаете. Пока Дилан снова просматривает воспоминания о своей матери и задается вопросом, ищете ли вы меня тоже, приходит Берон и поднимает боевой дух, говоря, не волнуйтесь, мы почти найдем ее. В этот момент госпожа Кадер стучит в дверь и сообщает, что господин Сиит прибыл. Дилану становится любопытно, и он задается вопросом, зачем он пришел. Они отправляются в Берон, чтобы посмотреть, сможем ли мы узнать это сейчас. Тем временем Сабиха приходит к выводу, что Дилан – ее родная дочь, и Сабиха сначала плачет от радости, а затем от грусти. Когда Берон спрашивает господина Сиита, чего он хочет, тот отвечает, что исследовал мать Дилана, но через некоторое время не смог двигаться дальше. «Дилан, что ты имеешь в виду, папа?» Когда моя дочь говорит, я нашла имя женщины, которая взяла твою мать под свое крыло и устроила ее на работу в частную больницу, Дилан приходит в восторг, задаваясь вопросом, действительно ли это так. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.